Ребята, всем привет! Мы получили лучшего кальянного блогера и стали знамениты и популярны за счет того, что показывали вам кальянные табачные производства. И я тут, знаете, вечерком что-то сидел, курил кальян и задумался, что все кальянные производства одинаковые, похожи друг на друга. И я для вас нашел, на самом деле нашел, самое лучшее и качественное кальянное производство. Уборщицу вызывали. В общем, я вам сейчас покажу единственный отель в Миасе. Единственный, у которого есть какая-то категория. Это отель Райдер. Спортивный, так скажем, спортивный отель. Здесь при этом гостиничном комплексе стоит еще база отдыха. Ребята, сейчас мы находимся на крыше гостиницы Райдер. Вы посмотрите вид сзади меня. Это Урал, Южный Урал причем. И знаете, вот даже если никому не сказать, что это Урал, когда смотришь на эти замечательные горы, кажется, что ты стоишь где-то в Альпах. 2400 рублей в сутки за номер, за человека 1400 рублей. Мы сейчас живем вдвоем в номере, вместе с оператором, который сейчас снимает. Лысая гнида, как говорит один из блогеров. 2400 за двоих человек. Номер, знаете, на что похож? Это то самое время, когда мы маленькие вместе с родителями ездили там в Анапу, в Сочи, в Адлер, в Геленджик и арендовали комнату, домик небольшой. И там вот примерно такая обстановка и была. Ребят, ну вот мы доехали до производства. Давайте я сейчас вас познакомлю с руководителями и директорами. Покажу вам, как делаются лучшие кальяны в России. Привет, Марат. Эдик, привет. Ну, как доехали? Хорошо, все отлично. Ну что? Ну, пойдемте? Да, пойдем посмотрим. Эдик, спасибо, что пригласил нас. Мне очень приятно, что ты позвал именно меня на производство. Хотел бы спросить, вот тебе 33 года. Да. Как в 33 года открыть такое мощное производство? Ну, в 33 я не знаю, как открыть, я его открывал в 25. Расскажи вот историю свою. На самом деле история была такова. 25 лет мне пришла определенная идея, связанная с производством. И у меня были такие отличные друзья в городе Миас. Сам я как бы из Уфы. Вот. И я решил эту идею воплотить, позвонив своим друзьям, нынче моим партнерам Михаилу, Александру. То есть я приехал сюда в Миас, там на своей 14-й первой, которая сломалась по дороге 2 раза. Но мы встретились, поговорили и решили, что дальше будем идти вместе, заниматься бизнесом. А первоначальный капитал где взяли? Первоначальный капитал я занял 20 тысяч рублей у своего товарища. Также вот мои партнеры Саня с Михаилом, они тоже заняли эти деньги, то есть мы там проплатили кое-какую площадку и начали заниматься. То есть у вас изначально направление было это обработка материалов и гидравлика, да? То есть вы делали оборудование для гидравлических машин каких-то? Нет, изначально у нас было направление такое, мы участвовали в тендерах, выигрывали тендера по поставке определенных материалов, оборудования. Одним из наших первых клиентов был уфимский завод Уфанефтехим. Мы выиграли тендер, который проводился электронно. И там крепеж, специальный крепеж для нефтяных заводов мы перепродали. То есть у нас не было ничего по большому счету, то есть у нас не было ни станка, ничего. То есть у нас было арендованное помещение, офис 20 квадратов, который мы арендовали за 7 тысяч рублей, и 3 компа, которые мы взяли из дома каждый. Угу. Вот. И вот, соответственно, вы скинулись по 20 тысяч рублей, да. В сумме 60 тысяч. Да. Что вы изначально купили на эти деньги? На эти 60 тысяч мы заплатили за сайт B2B.
B2B Башнефть. 45 тысяч рублей мы отдали за сайт за 3 месяца, то есть для того, чтобы участвовать в тендерах. На оставшиеся 15 тысяч рублей сняли офис на 1 месяц и сняли мне квартиру в Миасе. Ну, в принципе, все. И вот период, когда вы открыли сайт и заявились на тендерах, сколько тендеров у вас пролетело? Но если вот как бы рассуждать, сколько мимо нас, я думаю, что ни одного того, который относился к нам, мы не упустили ни одного. То есть мы сидели, участвовали в тендерах, они были онлайн. Бывало, что мы участвовали до 12 ночи, сидели в офисе, там, брали что-нибудь, сидели, разговаривали и параллельно участвовали в тендере онлайн. То есть упускать мы не собирались ничего, то есть у нас был, на самом деле, это был, наверное, самый трудный период, когда мы начинали, то есть у нас заплатили за всю, у самих денег, так скажем, не осталось. Ну, как-то так вот начали, то есть, не упускали мы ничего. То есть, получается, вы выиграли тендер, что-то купили и сразу перепродали, и на эту маржу заработали? Ну да, то есть, но сразу, что такое сразу? Наш первый тендер мы выиграли 6 марта, по-моему, если не ошибаюсь, 2011 года. Я в тот день написал заявление на увольнение, я работал в другом месте, то есть я еще находился в Уфе. Вот этот тендер, мы последние деньги, то есть с тендера, который мы выиграли 6 марта, последние деньги мы получили где-то в октябре месяце. То есть он длился полгода. Но как мы его выиграли, то есть мы начали все параллельно, вот это аренду офиса, мой переезд на 2 месяца, я 2 месяца жил в Миасе, там и искали другие тендера. То есть, здесь был такой плюс, так скажем, в те времена, в 2011 году, когда ты выигрываешь тендер, даже на такие заводы, как Уфа-Нефтехим, Навойл, да, нефтеперерабатывающие заводы, эти заводы давали предоплату. То есть у нас не было, по сути, ничего, там, 3 стола, 3 компа, 3 телефона городских, да, мы брали предоплату 50%, отдавали ее тому, кто реально изготавливает, вот крепеж в тот момент, да, этот крепеж мы брали, отдавали обратно, заводу, то есть мы были посредниками, забирали последние деньги, отдавали по поставщику нашему. И до какого года вы так работали? Тендерами мы занимались, пару лет мы точно занимались ими плотно, до тех пор, пока через, наверное... 3 года случился кризис. Нет, кризис нам не помешал на самом деле, мы таких моментов, пытаемся не то что избежать, да, для кого-то кризис это кризис, для кого-то это, Вы, получается, как китайцы, которые не ощущают на себе кризис. Нет, кризис, конечно, мы ощутили все равно в какой-то мере, но это не было причиной для того, чтобы опускать руки. То есть мы понимали, что для кого-то кризис это трудности, а для нас мы считали, что не надо на это обращать внимание. Кто работает, тот зарабатывает в любом случае. Время почти 9, люди работают, как кальяны точатся. То есть как-то так. То есть даже в поздний, то есть у нас вот этот вот участок, он уже не работает, а ЧПУ станки мы, как я тебе и говорил, мы их не выключаем. Они не работают 2 дня. А ты говорил, что они у тебя выключаются всего лишь 3 раза в год. Выключаются они 1 раз в год. 31 декабря мы все моем, убираем, то есть все станки очищаем как надо, то есть они отдыхают, 2 дня, грубо говоря, 1-2 января, 3 утром они... А это нормально для станка? Да, это дорогие станки, они должны работать, а это не то оборудование, которое должно стоять. Мне так сильно нравится, что тут все чисто. Это единственное производство, на котором мы были с моим оператором, где так чисто, где все по полу ходить можно в носках, ноги будут белые, носочки будут белые. Ладно, пойдем. Здесь надо, кстати, заметить, здесь даже полосы есть, то есть надо ходить чисто, то есть там, где начерчено. Ты не должен здесь проходить по правилам безопасности, должен проходить вот именно здесь. Как-то так. Давай нашим зрителям покажем вот ту прикольную штуку. Пойдем покажем. Я тут уже немного подглядел, мне на самом деле очень понравилось. Это вот этот вот винт, не знаю, что это такое? Это винт для подводной лодки. Винт для подводной лодки. Не, серьезно. Я повелся только что. Не, на самом деле это промышленное оборудование, которое используется при производстве картона. Когда перерабатывается макулатура, там система такая, что что-то типа мясорубки. То есть есть ответное сито с отверстиями, а это ротор. То есть крутится и перерабатывает сырье. Измельчает его. Измельчает, да. То есть подача с водой, то есть измельчает это. Такой гидроразбиватель. Вот к нему сито, которое будет сверлиться завтра. То есть сейчас вот эти люди отдыхают ночью, да, то есть вот это получается работает в паре. И вот обратите внимание, вот это вот, сколько толщина стенки?
Сюда где-то 200 миллиметров, я думаю, даже 20 больше. миллиметров. И прикиньте, вот представьте только вот это все просверлить, протокарить, профрезеровать. Это огромный труд. Вот эту Да, вот это штуку вот. сделать, это прям крылатка называется, да? Это литье. Изначально литье из стали 40Х13. То есть сначала все это отливается, и потом только начинаются вот эти вот обработки. Вот, ребят, вот такие маленькие у нас находятся в советских мясорубках, когда, знаете, бабушки вот так вот крутили дома, делали там чебуреки, пирожки. Вот типа такого, только это в раз 50 больше. Ну да, так получается. Да, еще есть сито. Сито, ты говорил, тоже супер дорогое, да? Да. Я правильно понимаю, вот от сих до сих это сито? Или только вот это сито? Зачем? Вот сито, это тоже вот литье. сито. Вот сито, здесь будут отверстия. То есть здесь будут везде отверстия диаметром 10-12 миллиметров. То есть здесь определенное их количество. Конкретно вот это я не знаю, сколько здесь. То есть это вот сито такое. Эдик, скажи, сколько стоит вот этот комплект? Сито плюс ротор Да. около 2 миллионов рублей. Кто-то еще делает в России такое? Я Нет, просто первый раз вижу. но вот это мы делаем, это аналог чешского оборудования. В России нет, не делают, это мы делаем. Сейчас у нас время вечернее, около 8 часов, 9. Ночью, там, в 3 часа, в 4 часа ночи работают тоже? Да, конечно. Я иногда сюда приезжаю, там, утром, там, в 5 утра, допустим, даже в командировку, да, то есть здесь ЧПУ станки всегда работают. Люди не спят никогда, то есть они всегда работают. Я, конечно, немножко удивлен сейчас, что вот универсальный станок работает. Но, видимо, тоже человек вышел в смену работать. Но я не знаю, как бы, я не начальник производства, не могу ответить на этот вопрос, но работает человек, а ЧПУ всегда, безостановочно. Отлично. Следующий этап развития какой у вас был в этом году? В 2013 году, через 2 года получается, в 2013 году в июне месяце мы сделали предоплату за первый свой ЧПУшный станок. До ЧПУшного станка у нас было, мы арендовали небольшое помещение на одном из заводов, купили себе станок токарный универсальный, я не помню там цифру, то ли 20 тысяч рублей, то ли 40 тысяч рублей, то есть это очень-очень старый советский станок. И на нем что-то делали, то есть часть мы закупали где-то на стороне, часть что-то, как-то сами делали. Вот. Потом такой более крупный шаг у нас был. В июне 2013 году мы впервые в жизни как бы решили купить ЧПУшный станок. На тот момент у нас был 1 000 000 рублей. Ну, это уже неплохо. Ну да, то есть мы заработали вот на всяких... Можно было открыть кальянную. Может быть, если мы что-нибудь слышали о них. Вот. Вообще мы заплатили первоначальный платеж 1 000 000 рублей. И взяли лизинг, станок наш стоил 3 700, я помню, то есть и мы его ждали 4 месяца. Это были, прям самые, так скажем, не то что трудные, да, такие, как это даже сказать, даже не знаю. То есть мы вот прям каждый день ты ждешь, да, то есть ты столько времени зарабатывал, чтобы вот купить действительно что-то хорошее. И потом деньги заморозились, и 4 месяца вы просто... Но 4 месяца мы продолжали заниматься тем, чем занимаемся, и перепродажи, что-то делали на своем токарном станке, что-то делали в сторонних организациях. То есть мы уже все больше и больше вовлекались в производство, но не всегда оно было свое. То есть здесь много металлообрабатывающих компаний, в которых мы что-то делали. Вот. И в октябре месяце к нам приехал наш долгожданный станок. Это вот наш первый станок, наша голубая мечта. Это прям, который вы купили? Это самый наш первый станок, да. Сколько он стоил тогда? 3 500, 3 700, это примерно такие цифры. И когда вы купили, это для вас было дорого, Конечно. Все деньги потратили? Это были бешеные деньги для нас. Это просто не знаю, как это сказать. То есть, мы купили его в лизинг, мы там накопили первый 1 000 000 и отдали его, и остальное взяли в лизинг. Но это для нас, не знаю, это... Вот, друзья, смотрите, этот станок самый первый работает уже 5 лет. Вы посмотрите, какая чистота. Все чистенько. Все без сожи, без масла, без разводов. Все инструменты прибраны. Классно. И мы сразу решили, даже когда его покупали, что если мы покупаем дорогущее оборудование, то оно должно работать всегда. Благодаря этому станку после 2014 года, я так понимаю, следующие этапы развития у вас произошли? Ну да. В каком году? Там, в 16, например, 17? Нет, это уже было быстрее. То есть это, так скажем, первый шаг был сделан, все дальше было быстрее на самом деле. Второй станок токарный мы купили... Тоже ЧПУ? Тоже ЧПУ, токарный ЧПУ мы купили где-то через полгода. То есть первый у нас был фрезерный, второй у нас стоил 4200.
То есть вы за полгода уже 4200 накопили? Ну, это все в лизинг, конечно. У нас первоначальный как бы капитал уже был накоплен определенно. Ну, мы где-то примерно, где-то 1-1,5 делаем первоначальный взнос, дальше берем лизинг. Ну и, соответственно, потом перекрываем лизинги. То есть, ну вот как-то так. Вот мы сегодня ходили по твоему производству, и ты сказал, что это производство полностью ваше. Вы выкупили здание. Да. В каком году это произошло? Здание мы купили в 2017 году. То есть, по большому счету, вот у нас на тот момент, когда мы сюда переезжали, у нас было 4 ЧПУ станка. То есть я не говорю о других станках, которые универсальные. Они постоянно накапливались у нас, постоянно мы их покупали там от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Ну, мы их даже особо-то в расчет не брали, потому что все-таки это универсальные станки, то есть это попроще, да. На тот момент, когда мы переезжали в это здание, у нас было 4 станка ЧПУ. То есть до этого мы меняли свое место дислокации, то есть сначала арендовали в одном месте, потом у нас взяли побольше помещения, потом там, где взяли побольше помещения, мы там еще больше себе взяли, то есть огородили. Вот как-то так все происходило. А переехали сюда уже в 2017 году. То есть когда мы уже устали от того, что нам не хватает места, от того, что мы где-то на чужой территории, от того, что где-то грязно, где-то света не хватает, где-то тепла не хватает. То есть мы приняли решение, что нам надо идти дальше и покупать здание. И вот купили его. На самом деле это не такой большой долгий срок для того, чтобы создать такое производство. Я думаю, что это супер какая-то у вас успешная бизнес-концепция была, что вы так быстро разрослись. Вообще есть у нас наш, так скажем, андронный коллайдер. Вот он стоит, он длиной, если не ошибаюсь, что-то 12 метров, весит он 14 тонн. То есть вот эта вся станина летает, да, то есть мы его заказывали с Китая, ждали год. Он разгоняет атом? Да нет, не разгоняет. Он делает щелевые сета, которые применяются в промышленности в разные, там, в Росатоме применяется, там, во всяких разных, также в бумажных фабриках. Но есть одна прикольная промышленность, где он применяется. Допустим, когда производят пиво, там есть такая штука, как фильтр-чан. И в этих фильтр-чанах, в некоторых, не у всех, стоит вот именно щелевое сито. Я правильно понимаю, это вот... Вот оно, да. Вот такого вот формата, да, делается? Да, то есть вот эта щель, то есть это точечная сварка, все производится. Вот эта щель регулируется, то есть она от 0,2 миллиметра до, там сколько хочешь, можно 2-3 миллиметра. И вот этот сделать. станок делает вот такую штуку. Да, идет намотка. Намотка. Намотка и точечная сварка. Интересная тема. Сколько стоит такое кольцо, сито такое? Вот это, прям если брать вот это, недорого, это стоит там 5 000, наверное, не больше. Понятно. Как быстро оно купится? Или уже окупился? Нет, он еще не окупился, но у него срок окупаемости, как мы планировали, 3 года. 3 года. Вот сейчас ему 1,5, он, в принципе, мы не сбиваемся с плана, даже немножко опережаем. То есть идет все по плану. Это вот, да, сейчас новое сито у нас тут делается. Ну да. Здесь подается эта проволока, которая как раз наматывается сюда и тем самым скрепляет вот эти все позиции. Да, то есть проволока подается, здесь идет соприкосновение этой проволоки, и, то есть точечная сварка происходит, и проволока, как бы друг об друга они свариваются. Сколько стоит такой аппарат? Покупали мы его за 7. Из Китая? Да, 7 миллионов рублей из Китая, без оснастки, которую мы сделали, докупали, без всего сопутствующего. Сам вот он около 7, не около, 7 стоит. Удивляюсь я на самом деле таким вещам, как люди приходят к тому, чтобы делать сито. И покупая станок 12 метров, выглядит как андронный коллайдер из Китая за 7 миллионов рублей. Вот у меня в голове это не укладывается. Опыт, это по сути, это запросы заказчиков на самом деле. То есть заказчик, с которым ты работаешь определенное время, у которого есть доверие к тебе, он говорит: ребят, а вот есть потребность в этом. Не хотите попробовать сделать? То есть мы смотрим, изучаем, то есть, да, изучаем рынок, соответственно, потом уже думаем, покупать это оборудование, заниматься этим или нет. Прикольно, спасибо. Почему именно кальяны вы стали делать? Вообще идея производить кальяны, она пришла в прошлом году в ноябре. Случилось это таким образом, что мы с моим партнером, с Михаилом, ездили в Китай на выставку строительные технологии, называется Bauma China. Вот. Была такая интересная история, что у меня друзья в Китае попросили привезти русский табак. До этого я кальян курил там в заведении где-то, там с женой в ресторане. Раз в месяц, условно. Ну да, условно раз в месяц, то есть это очень редко. Меня попросили привезти табак, не буду называть, какой он российского производства, да. Я захожу в магазин, где продают табаки, и вижу, что там продаются кальяны. И вижу, что это токарные фрезерные работы с ЧПУ.
И продавцу задаю вопрос: слушай, а это где все это производится? То есть он говорит: ну, большинство кальянов уже в России. Я говорю: ребят, а давайте я вам буду производить кальян. То есть у меня была вообще, то есть, идея там вот этому магазину производить определенное количество кальянов, да. Я говорю: у меня все станки вот эти, все это есть. Мне на это отвечают, что я уже там 5-й человек, только в их магазин, который зашел, и говорит, что он сделает кальяны. И то есть мне как бы стало не то чтобы обидно, да, то есть это так, брошен вызов, так скажем. Я думаю, а чего бы нет. То есть я взял, купил сразу себе кальян там, пришел домой. Пандору классик, да, то есть это было так, то есть Пандора классик. Мы ее обчертили, мы ее сделали там определенное количество, там 50 штук мы ее сделали. Просто вот ради того, один в один копию, то есть мы не стали вообще ничего менять, то есть может быть надо было сделать немножко по-другому, но не стали заморачиваться. Мы ее сделали, взяли себе эти кальяны, мы раздали друзьям, то есть там в какие-то кальяны отдали, как бы, ребят, ну попробуйте. То есть, и все, как бы на этом мы решили, что а почему бы и не производить кальяны, это прикольно, это весело, и я начал, вот я тебе скажу такой момент, в Китай я летел, то есть я до Китая за дня 3 купил вот этот первый кальян, я зажегся этой идеей, в Китай я летел с подключенным YouTube премиум, со скачанным видео, и я вот 7 часов лету там смотрел там, твои эти, все твои видеоролики пересмотрел, Гайворонского там и других, то есть я уже ушел в эту сферу, то есть мне стало очень интересно. Здесь момент такой, что это производить промышленное оборудование, это одно, то есть это там серьезные люди, серьезные договора, то есть да, там все точно, то есть там вот так, определенные сроки, а кальяны производить, это прикольно. Это прикольно. Мы когда ездили снимать блог про компанию Элемент, ты, наверное, его тоже видел, да, конечно. В том году. Они мне говорили, что появился производитель, который прям копию сделал кальяна, очень плохо от тебя отзывались. Ну, здесь как бы понятное дело, как бы кто будет отзываться хорошо о человеке, который сделал полную копию, да? То есть они нам... С этого все начинают. Да, они нам тоже написали, как бы, я помню, начальник отдела продаж их написал, якобы, зачем вы так делаете, в таком плане. Я как бы отписался: ребят, как бы вы не подумайте, что мы собираемся ваши кальяны делать. Мы сделали совсем чуть-чуть, мы их просто вот выложили, мы их там даже не продаем, мы их, грубо говоря, раздаем знакомым. Продали их мы их, совсем чуть-чуть. Вот, какие-то остатки все еще, по-моему, есть, там, мы их нигде не выставляем особо. А как ты считаешь, в России дешевле делать кальяны или в Китае? Так, если вообще, то есть мы не только по кальянам, мы сталкивались с Китаем и в других частях бизнеса, да, промышленного оборудования. Вообще Китай такая страна, в которой государство пытается развить малый бизнес. Оно всегда ему помогает, да. У нас, то есть, есть знакомые, которые уезжают в Китай и начинают производить там, хотя производили здесь. То есть тебе там дают льготы, тебе дают возможность стать бизнесменом. В России немножко по-другому, то есть, да, политика совсем другая. На самом деле, то есть ты такой ИПО открыл, тебе сразу налоговая: привет, заплати налог. То есть, да. Здесь вопрос в качестве, но Китай тоже очень качественно делает, да, то есть там тоже умеют производить. Насчет дешевле, не дешевле, здесь играет роль курс рубля, все равно как ни крути. Доставочка, сроки. Китай, как бы, там бизнес построен таким образом, что первые 5 образцов тебе делают идеально, дальше тебе делают хуже, потом тебе начинают плохо, когда ты говоришь: а сделайте мне как в первый раз, они говорят: заплатите больше денег. То есть как-то так. То есть Китай, я считаю, что это очень хитро, хитрая страна, хитрые люди. В России производить можно. Но не так легко, как в Китае, но это возможно. До того, как поставить на станок, каждое изделие с холодного склада поступает на пилу. То есть, если мы видим так, не заходим. Это заготовки для мундштуков и для шахт. То есть они в таком виде приходят, в полиэтилене, и прям в таком же виде режут. 6-метровые? 6-метровые, да, холсты 6-метровые. То есть для того, чтобы не царапать трубу. После того, как напилили, все это попадает вот на этот участок. Попадает это каким образом? ОТК проверяет все на длину, то есть на длину, на диаметры, то есть чтобы изначально не было брака. Она у вас уже полированная труба? Но мы покупаем ее полированную, да. Электросварная? Электросварная. Да. Вот, то есть вот эти заготовки изначально, как напилили, сразу начинают проверять ОТК. То есть это такой промежуточный пункт проверки. После этого уже заготовка попадает на станки. Вот это все для кальяна.
Это все для кальянов. На данный момент это да. То есть на данный момент у нас сейчас большинство станков вот прямо сейчас делает кальяны. Там послезавтра, через неделю, возможно, здесь будут делать гидравлику и ни одного кальяна. Так, получается, когда ты полетел в Китай и посмотрел все блоги, у тебя уже родилась какая-то идея, что ты будешь делать кальяны, производить их. Как появился бренд «Эйфория»? Расскажи. Бренд «Эйфория», я не знаю, мы как-то втроем сели, посидели, подумали, там, в интернете поковырялись и решили сделать такой бренд, и все. То есть это спонтанно на самом деле. Здесь ничего там нет такого, что там какая-то там идея, эйфория. Мы просто подумали, что эйфория прикольно, расслабленное состояние, то есть учитывая, что мы делали, поначалу его раздали друзьям, мы думаем, эйфория для друзей, что-то из этой серии. Но такого слишком замороченного у нас не было на самом деле. Ваш кальян, именно форм-фактор, похож на Медпир, это лично мое мнение. Когда вы его делали, ваш конструктор на что-то опирался? Мы решили сделать кальян, который будет доступен многим. То есть, если мы говорим о Медпире, там цена более, близка к 10 тысячам рублей. Мы понимаем, что не каждый себе это может позволить. То есть мы решили сделать популярный бренд, он схожий, с Медпиром, я согласен, но мы решили сделать его доступным. Как-то так. То есть у нас не было магнитов, у нас была неразборная шахта, просто доступная цена. Когда вы делали кальян «Эйфория», знали ли вы, что в России очень популярны палки? Да, конечно, мы знали, что очень популярны они. То есть у нас даже первоначальная идея была сделать кальян-палку. Но когда я увидел впервые кальян-палку, она мне сразу не понравилась. Почему? Потому что это слишком просто. Примитивно, есть, да? Примитивно, да. То есть я даже бываю в небольших городах, даже в больших городах есть кальяны, в которых есть кальян-палка. Но я считаю, что когда ты куришь кальян, надо получать удовольствие. А когда ты, а в палке ты просто куришь кальян, да, она курится также классно, то есть, там ничего, нет чего-то плохого в ней, просто она выглядит не очень красиво, просто палка, просто труба. И мы решили сделать доступный кальян с накладкой уже, то есть, чтобы он выглядел более-менее нормально. Вот. Идея именно форм-фактора как получилась у вас? Как вы сделали? Easy модель? Да. Мы посмотрели на Медпир популярный и решили сделать что-то близкое к нему. То есть у него, по сути, накладка была очень похожа на Медпир. Мы даже сейчас, у нас очень много людей, сейчас мы накладку изменили, чтобы нам не говорили, вот Медпир, Медпир. Сейчас мы ушли от этой накладки, и очень много народу сейчас пишет, звонит и говорит, верните нам накладку Медпир. То есть Медпир, я считаю, что это уже классика какая-то определенная, она всем нравится. То есть, тебе лично нравится Медпир? Мне лично, эстетично, да. А цена? Цена нет. То есть я считаю, что это кальян-палка с накладкой, с магнитами, и там цена немножко неоправданная. Сколько ваш кальян стоит? Который в опте? Easy. Модель Easy в опте стоит, но при большом опте он стоит 2700 рублей. То есть это шахта, блюдце, шланг, мундштук. То есть кроме колбы весь полный комплект стоит 2700 рублей в опте большом. С какими вы проблемами, трудностями столкнулись, когда выпускали на рынок? По Easy? Да. Вообще по производству мы немножко столкнулись с проблемой с блюдцем. То есть у нас получилось все, кроме блюдца. То есть мы пытались его где-то на стороне сделать, у нас не было пресса своего в то время. Но в итоге мы решили, что пора покупать пресс и делать все самим, чтобы действительно сделать хорошо. Это очень, на самом деле, интересный момент, потому что в нашем производстве мы ни разу не показывали производство блюдец. Да? Это у вас пресс. Это у нас пресс, обычный пресс на 10 тонн. Загружается заготовка и штампуется. Все очень просто. Надо посмотреть. Давайте сейчас посмотрим. Посмотри. Получается, берется заготовочка. Да, ложится. Кладется. Потом смазывается. Вот эта жидкость, это смазка. Для того, чтобы лучше штамповалось, чтобы не оставалось царапин всяких. И все. Такое блюдце. А когда мы сделали Easy, трудностей особых не было. Были, конечно, моменты, когда появлялся брак. У нас двигалось основание. То есть мы его сначала делали, как правильно сказать, зазубренный и сажали на него основание. Но оказалось, что оно со временем начинает двигаться.
То есть, да, мы сначала этого не знали, как бы мы продаем кальян, потом начинают прилетать отзывы о том, что основание двигается. Мы, соответственно, начинаем меняем, а как бы косяк есть, то есть ошибка есть, просчет конструкторский. Мы полностью меняем технологию. Сейчас мы запрессовываем это основание туда очень плотно, то есть на прессе, и оно не двигается. Здесь вот как раз настроили то, как запрессовывать основание. Можно посмотреть, потому что у нас вот эта проблема была одно время, вот мы ее таким образом решили, мы теперь запрессовываем на этом же прессе, где делаем блюдце. То есть запрессовал, проверил. Я первый размер. раз такое вижу, если честно. Это тоже называется оснастка, то есть видишь, он потихоньку давит до нужного размера. Сейчас он, давай вот прям заново, поставил шахту, так, первая оснастка, раз, Все, присанул. прессанул, дальше. Соответственно, вот эти вот калибрики, вот эти вот штучки нужны для того, чтобы увеличивать длину давления, что ли, как правильно Нет, сказать? это просто ход-то не бесконечный. Ход, да, не бесконечный, Да. из-за этого вы придумали вот такие вот. Да. То есть он сейчас калибры. померил, но это предварительно он мерит, как бы грубо, а потом все это будет мериться уже на УТК. А вот помимо технологических решений, каких-то проблем, да, технологических проблем, проблемы с продажами были, либо с выводом на рынок продукта вашего? Но на самом деле проблем с выводом на рынок не было. Почему? Потому что изначально у нас была очень хорошая цена, я считаю. То есть мы изначально зашли с хорошей ценой для масс-маркета, да. И у нас, в принципе, проблем с продажами у нас не было. У нас, то есть, не было никогда, чтобы на складе было очень много кальянов. То есть склад небольшой сформировался, вот он сейчас. Все это время мы все, что производили, мы продавали. Но надо, конечно, понимать, что мы, кроме того, что кальяны начали производить, мы не бросили то, что у нас было до этого. То есть промышленное оборудование, которое у нас есть, да, гидравлика, мы никуда не дели, то есть мы не бросили, у нас сохранились те же объемы. Мы докупили станки для того, чтобы производить кальяны. То есть и у нас, в принципе, проблем с продажами не было никогда. Ну вот ты, наверное, один из немногих людей, который зашел в этот бизнес, в кальянный, очень поздно, я считаю. То есть 18-й год, конец 18-го года, начало 19-го года, это довольно-таки уже поздно. Вообще это прибыльное дело сейчас, покупать свои станки, делать кальяны, выводить это на все дело на рынок? Вообще, как сказать, раз уж мы бизнесмены, прибыль она всегда есть, да, то есть работать бесплатно как бы никто не будет, то есть и мы это понимаем, и мы тоже не работаем бесплатно. Все относительно, то есть ты зарабатываешь в одном бизнесе одни деньги, в другом другое, да. В плане кальянов я могу сказать так, что мы не зарабатываем там те деньги, которые зарабатываем в гидравлике и в другом промышленном оборудовании, то есть там все более точнее, там все более дороже, там конкуренция может быть меньше где-то там больше, то есть там деньги более большие, то есть там средние чеки большие, да, а в кальянах это менее прибыльно, но прибыльно все равно. То есть деньги мы там зарабатываем, бесплатно мы работать не будем, это понятно, для этого и существует бизнес. Здесь вот изолятор брака. Изолятор брака. Это такой красный ящик, ключи от замка есть только у начальника ОТК. То есть, если, допустим, какой-нибудь токарь сделал брак, он никак не сможет там, убрать, допустим, этот брак, скрыть этот брак от начальника производства. То есть, он не сможет его куда-то деть. Там сейчас что-то лежит? Да. Так, здесь вот я вижу, краны делаются, а вот основания делаются. Вот таким вот образом ребята слесаря убирают заусенцы. Все вручную. Это вручную, да, то есть аккуратненько, специальными инструментами. Да, и здесь, там вот блюдца делают, да? Есть вот такой стенд, очень интересный, стенд эталонных образцов. То есть все изделия, которые мы производим, у них есть эталон. То есть любой человек, который садится слесарить, он берет эталон и смотрит. Вот, допустим, основание. Эталон, то есть у тебя, после того, как ты слесаришь, всегда оно должно получаться именно таким. То есть вот образец. Вот конус, эталонный образец. Вот коннектор, эталонный образец, да. То есть поэтому как бы ошибок быть не должно. То есть. Это интересно, я первый раз такое вижу на кальянном производстве, по крайней мере. Следующий вопрос, Эдик. Первый месяц сколько вы делали кальянов? Сделали или продали? Сделали и продали, давай так. Первый месяц, если мы берем июнь месяц,
Где-то, я думаю, штук 800. Но это Ну, надо... это неплохо для первого кальяна-то. Ну да. Еще никакой Да. рекламы, считайте, не было у вас. Никакой рекламы не было. Ну какая была реклама? Да? Цена То есть была, только цена. это была цена, это было общение с людьми, то есть это были личные встречи, и, ну как бы так. То есть около, ну я думаю, если не 800, то 600. То есть это надо заходить в 1С и смотреть там динамику продаж. Сейчас я это сходу не скажу, но где-то так. Но на тот момент была такая ситуация, что у нас спрос был больше, чем мы могли производить. То есть мы не перестроились очень быстро на них. То есть у нас, я говорю, бизнес, который всегда был, он есть. То есть он все равно основное время занимает. То есть и мы еще, у нас не было на тот момент там 2 станков, которые есть сейчас. Вы какие-то станки докупали под кальяны? Да. Помимо вот пресса, что-то еще докупали? Да, конечно, очень много. То есть у нас появилось 2 ЧПУ станка, токарных ЧПУ. Пресс появился, очень много оснасток, потом один универсальный станок мы покупали для того, чтобы шлифовать блюдца, чтобы делать блюдца. То есть, ну, очень много в производство вложено, в принципе, в плане... И на данный момент сколько вы делаете? Кальянов? Да. Ну, последний месяц продаж, если мы говорим про октябрь месяц, ноябрь чуть меньше, октябрь месяц у нас ушло где-то, если не ошибаюсь, цифра 1480 штук. Как ты считаешь, это много? Это мало. Мало. А на какие показатели хотелось бы выйти? Если Давай другой вопрос. Сколько надо продавать кальянов, чтобы тебе было комфортно? Я не знаю, сколько надо продавать, чтобы мне было комфортно. Много. Я всегда за то, чтобы производить много продукции. То есть мне нравится этот бизнес, мне нравится в нем находиться, мне нравится в нем общаться с людьми. То есть, ну, насколько нужно рынку, настолько мы и будем производить. То есть у нас есть территория, как бы можно еще один завод построить, если это надо. То есть, ну вот как-то так. А если говорить о показателях, ну, по модели Easy мы бы хотели выйти на номинальный объем не менее 2500 штук в месяц. То есть это там, белые, черные и другие цвета. То есть мы постоянно делаем разнообразие для того, чтобы, ну, был ассортимент. Это у нас фрезерный участок. Здесь мы фрезеруем. Так, на данный момент здесь, конечно, не связано с кальянами. Это немножко другое оборудование. Поэтому, вот они, основания. Пройдем сюда. Можно открыть. Я думаю, что да. У нас сегодня СОЖ не поливается. Здесь СОЖ не поливается, потому что это полиотсталь, это, грубо говоря, пластик, это не металл, то есть здесь СОЖ не нужен. То есть вот таким образом мы делаем основание, заряжаем сразу 12 штук. Станок делает сначала отверстия на 4 штуках, а здесь уже боковые отверстия для коннектора и для продувки, для клапана продувки. Ты мне сказал, что вы сделали такую штуку, что сейчас тут 12 оснований, которые зажимаются вот этими пластинами. Да. Якобы это ваша разработка. Но это называется оснастка. Это в любом производстве есть инструментальный цех, который делает оснастку. Скажи, вот у вас новая модель кальяна полностью на магнитах. Как пришла эта идея? И следующий вопрос. Как мне кажется, этот кальян очень сильно похож на альфа-хуку. Но если мы говорим об этом кальяне, как бы по первому вопросу твоему, как пришла эта идея, у нас есть один менеджер, который долго работал кальянщиком, то есть и он как-то вот сидим, мы сидим, ну просто рассуждаем, да, то есть собрались там дизайнеры собрались, менеджеры собрались, и просто разговор о том, чтобы сделать, ну, чтобы улучшить в кальяне. И менеджер, который работал кальянщиком, он предложил идею такую. Он говорит, что в кальянной не совсем удобно, когда ты его, ну, допустим, полностью помыл кальян, потом ты его начинаешь собирать, ты берешь шахту и начинаешь везде закручивать резьбы. То есть нижнюю шахту, соответственно, тоже закручиваешь резьбой в основание. Иногда там в основании, то есть частенько в кальянах основание из полиотстали, трубка, соответственно, нижней шахты из металла, резьба портится, там нарезается новая резьба. Нарезается новая, но, соответственно, это не может продолжаться бесконечно. Да? И диффузор тоже, то есть его надо накручивать, это все время. И мы решили, что почему бы не сделать такой кальян, в котором нижняя шахта с диффузором будут на магните. И вот как бы мы представили вот этот наш кальян, назвали мы его Магнето, то есть от слова магнит, да, и вот он в таком виде. Ребята, в интернете нет ни одного обзора про кальян «Эйфория», поэтому совместно с Эдиком мы сейчас сделаем обзор по существу. Коротко и ясно. Обзоры по фактам, можете называть как угодно. Если говорить про кальяны Магнето, это прям
Уникальный кальян, я назову его так. Во-первых, здесь идет тоже различная вариация цветов. Во-вторых, здесь вот эта вот центральная вставка, она из нержавейки и полирована до блеска, до зеркала. В-третьих, здесь съемочное блюдце. Как оно снимается? Вот таким движением оно снимается, и также таким движением оно защелкивается. Все. Мы можем таскать за блюдце этот кальян и, соответственно, так вот разбирать. В-четвертых, здесь все клапана и отверстия на магнитах. Покажите. Так, клапан продувки на магните. Коннектор. Коннектор у нас убран. Ну, коннектор на шланг тоже на магните. Да, на шланг на магните. Так, самое интересное, это шахта и диффузор. То есть здесь шахта и диффузор на магните, которые защищены немецким полиотсталем. То есть магниты не будут гнить, они под полиотсталем. Да. Я немного поясню. У нас есть магнит, который гниет во всех кальянах. Эдуард придумал систему оборачивать магнит в полиацеталь, и тем самым нет контакта с водой. Так, собираем таким образом, то есть у нас нижняя шахта в руках и диффузор. Диффузор вставляется вот таким вот образом, он на магните. И нижняя шахта вставляется в основании вот таким образом, тоже на магните. Отличный вариант для курения дома и в заведениях. Очень быстро разбирается, очень легко моется, очень быстро собирается. Цена, опт и розница. Так, если мы говорим о модели Magneto, то розница будет в пределах 10 тысяч рублей. Также в комплектации Magneto идет вот такой вот красивый мундштук. Этот мундштук двухсоставной, он легко разбирается и легко собирается. Ну и последний вопрос, самый ожидаемый. Где купить? Magneto и остальные модели можно будет купить на сайте. У нас есть сайт euphoria.com, но также у дистрибьюторов и у всех остальных, то есть в магазинах. Эдик настолько профессиональный человек, что говорит hukah.com. Ай, блядь. Хука. Друзья, euphoria.com, а также в Инстаграме. Ссылочки все на приобретение, на производителя будут в описании к этому видео. Если говорить о том, что он похож на альфа-хуку, здесь я могу сказать такое, что большинство кальянов в России сейчас они похожи друг на друга. И это, здесь ничего сверхъестественного нет. То есть, чем он похож на альфа-хуку? Тем, что у него здесь есть вот эта прорезь, у него продувка не наверх, то есть у него клапана другие, у него дизайн другой. Если как бы рассуждать так, то есть очень много кальянов между собой похожи. Как тебе, например, кальяны от Mamaï Customs? Я курил Mamaï Customs несколько раз. Как кальян? Это кальян как кальян. В принципе... Ничего сложного ты в этом кальяне не увидел? Mamaï Customs? Нет, ничего сложного абсолютно. Здесь вот у нас продукция с отклонениями лежит. То, Давайте что не посмотрим. прошло. Давай посмотрим. Что тут не так может быть? Тут у вас так, вот записки, накладка. да, еще есть? Давай почитаем, что написано. Поточить по торцу. Проточить по торцу. То есть в торце, значит... Где-то брак. Где-то брак. Идем, Марат, проходи. Здравствуйте. Так, это ОТК. У вас тут все в белых халатах. Ну да. Все серьезно. Да, то есть ОТК как бы это, так скажем... Еще раз расшифруй для наших зрителей. Отдел технического контроля. Это очень важный отдел на производстве, то есть для того, чтобы не допускать брак, все надо проверять. То есть когда деталь ставится на станок, там первая операция, вторая, летучий контроль, потом вот последняя операция здесь, то есть проверяется. В ОТК есть поверенные инструменты, то есть сертифицированные. Здесь деталь, в принципе, после ОТК уходит на сборку. То есть это уже готовая к сборке деталь. После сборки, соответственно, еще раз ОТК делаем. А кто виноват в случае, если, например, кальян дошел до покупателя и он немного с браком? Я думаю, что это начальник ОТК. Не, в принципе, как бы так говорить нельзя. Виноваты все, на самом деле, да? То есть кто-то сделал что-то не так, то есть кто-то пропустил, на сборке не заметили, поэтому мы стараемся сделать, чтобы этого не было. Виноваты все, то есть кого-то обвинять нельзя. Но у нас вот Гузель, она отвечает за то, чтобы все размеры совпадали, везде все было правильно. Это все уже проверено. Гузель не проверено. Нет, это еще не проверено. Короче, друзья, нашел идеальный штангенциркуль, чтобы померить свои размеры у Эдика на производстве. Сейчас будем этим заниматься.
И если у вас в команде такой человек, который следит за новинками кальянной индустрии и, например, который понимает какие-то там технологии, связанные с кальянами. Например, вот у Маклауда недавно вышел кальян Skytech, у него встроенный меласс-уловитель в шахту, например, да, то есть когда ты берешь шахту, крутишь ее, у тебя меняется, открывается, закрывается диффузор. Вот, есть ли человек, который следит у вас за такими новинками? Ну, у нас не сказать, что прям вот есть человек определенный, который занимается именно вот слежением новинок, да, то есть у нас занимаются этим менеджеры немного, то есть дизайнеры это смотрят. Я сам непосредственно любитель посидеть, посмотреть там блоги, да, в том числе твой, да. Про MacLeod, конечно же, я слышал, я видел твой обзор, то есть я там и сторисы смотрел, и сам обзор в Ютубе смотрел. Да, мы за этим следим. Ты рисуешь кальяны, где ты берешь информацию по кальянам? Ну, идеи по кальянам нам подают наши менеджеры из города Уфа. Угу. Они, чем они занимаются? Как они вам идею дают по кальянам? ну, наверное, они эту тему очень хорошо изучают, общаются с разными людьми, не знаю, посещают выставки и приносят какие-то идеи нам. Мы их здесь обсуждаем, а затем притворяем в чертежи модели. А чертите где? В какой программе? А чертим в программе «Компас». А сколько вот за период работы, сколько уже кальянов вы начертили? Ну, сейчас у нас порядка 15 исполнений. 15 чертежей. Исполнений кальянов. А каждый кальян состоит из 16-20 деталей. Соответственно, 16-20 чертежей. Сколько времени уходит на чертеж, на создание? На самом деле сложный был первый кальян, когда приходилось это все делать с нуля. А так как у нас уже наработки есть, на изготовление последующих время затрачивается меньше процентов на 30. Ну, можно кальян нового исполнения сделать дня за 3-4, если постараться. Если, например, я тебе принесу какой-нибудь кальян, там, ну, русского производства тоже, найдешь ли ты там косяки, которые можно технологически решить? Ну, наверное, да. То есть Опыт у уже есть. тебя уровень уже прокачан жестко? Ну, жестко не жестко, но уже прокачан. Ну, это хорошо. Вот, кстати, интересная штука, я думаю, что ты вряд ли ее видел. Называется ультразвуковая ванна. Покупали мы ее года 3 назад. Что она из себя представляет? То есть загружается специальная жидкость, загружаются сейчас металлические изделия, и за счет ультразвука и кавитации эти изделия очищаются не только там от стружки. То есть от стружки она не очищает, она очищает от пыли, от масла, от сожи. То есть деталь выходит идеально чистой. То есть вот сейчас на данный момент загружают. А вы все кальяны, всем детальки так? Ну, металлические, да. Металлические, да. Ребят, буквально, наверное, сколько? 5 секунд, и наше основание готово. Гравировочка нанесена. Да, это недолго. Здесь же мы гравируем свои мундштуки. Вертный клапан для тормозного клапана. То есть ставится на автокраны. Челябинец, Ивановец, Клинцы, Галичанин. Ну, это такое промышленное оборудование. Мне кажется, даже вот эту штуку сделать тяжелее, чем кальян. Гораздо. Даже не представляешь, какие там точности по размерам. Для меня очень важный вопрос из твоих коллег по бизнесу. У кого-то есть токарное образование, там, слесарь, там, плотник, я не знаю, как называть. Ну, из коллег по бизнесу, из партнеров? Да. Из партнеров, но мы как бы все выходцы из Уфимского авиационного университета. То есть мы гидравлики, мы инженера, конструкторы гидравликов. То есть мы 5 лет учились тому, чтобы, ну, чтобы делать, ремонтировать гидравлику авиационных двигателей. Как-то так. То есть мы не токаря. Хотя вот с опытом, да, сколько лет мы работаем, то есть я думаю, что любой из нас может там встать за станок, там немножко что-нибудь показать. Ну, понятно, что мы не профессионалы, но уже в этом разбираемся. По поводу блогов. Ты говорил, что полетел в Китай и начал смотреть блоги. Какие сейчас блогеры тебе нравятся? И за кем ты следишь? Если говорить о том, я съездил в Китай, я посмотрел очень много блогов, сейчас, наверное, меньше. Какие нравятся? Вот твои я смотрю, то есть это изначально тебя, там, Игоря Воронского я смотрел в полете, да, то есть и потом я, то есть, сижу за всеми. Остальные блогеры, ну, я думаю, что это популярные блогеры, как бы, если ты хочешь, я их назову. То пожалуйста. То есть это... Только Фила Треху не называй. Ладно, ты их сам назвал. Ну, КМТМ, да? Слава Сережидинов. Нравится тебе? Я недавно с ним встречался, он был в Уфе в кальянной. Вот, я ему показывал этот кальян, то есть он заценил, он сказал, да, это прикольно. То есть, ну, нравится, да, он прикольный, прикольно. Потом, ну, их ты назвал. Даву я смотрю.
Я смотрю типичного кальянщика, то есть, ну, всех, в принципе, популярных я смотрю, Гайворонского смотрю, Айка смотришь? Айка тоже смотрю. То есть Кто не нравится? Кардинально прям против. не знаю, я как бы человек, который никогда не ставит дизлайки на самом деле. То есть я, ну, вообще считаю, что если человек ну, какое-то видео снял, постарался, то есть это уже все равно труд, и он как-то должен быть оценен на самом деле, да. То есть из тех, кто не нравится, я не знаю, я таких не могу назвать на самом деле. Ну, может быть, такие есть блоги, которые я вот сейчас даже назвать не смогу, которые там что-то сняли, я их быстро промотал, посмотрел. Но это максимум. Сказать, что что-то мне прям не нравится. Нет, у каждого своя специфика, каждый по-своему старается. Там, приписка. Как бы ты себя ощущал, если бы вы бы отправили кальян Дави на обзор, заплатили бы деньги, он бы в пух и прах просто его разнес? Что бы ты делал? Что бы я делал? Ну что, немножко расстроился бы, скорее всего, да, то есть ты создаешь определенный продукт, и он кому-то не понравился, да, то есть ну, есть определенное расстройство, но в то же время я понимаю, что я не могу, то есть мы не можем угодить всем. Не понравился Дави, понравится Марату, там, не понравился Филы Трехи, понравится Славе Сережадинову, то есть всем не понравится, как каждый по-своему, то есть здесь всем не угодишь на самом деле. Так, ну пойдем на сборку. Ага, так, мы сейчас проходим через нашу столовую. В принципе, вот у нас здесь сотрудники обедают. Ну, как бы проход немножко вот отсюда. Это просто столовая, где можно покурить кальян на работе. Кстати, Правильно? покурить кальян тоже можно, да, он то есть стоит здесь, можно его забить и покурить. Во время Кто обеденного... вообще курит кальян здесь? Строго во время обеденного перерыва. Курят? Сотрудники? Бывает. Не так часто, но бывает. Здравствуйте. Здесь сборка. Шахта. После пресса. После пресса с основанием, то есть проходят все замеры ОТК, после этого моется и вот попадает сюда. Здесь девочки, получается, насаживают накладку, закручивают гайку. Из стали черную. Да, из полиэтиленовой сейчас черную. Здесь коннектора сажают, и все это упаковывается в коробки. Вот такой вот у вас ящичек. Вы тоже его сами разработали, да? Ну да, то есть Для того, чтобы у вас ничего не стукалось. Ну да, чтобы все равно перемещения-то определенные есть, то есть они собрали. То есть он между собой еще Он между стакается? собой, да. Можно сразу 3 взять условно. И домой убежать, да. А можно по одному передвигать. Ну, Да, то прикольно. есть при перемещении по цеху, чтобы это вот не таскать там на руках, там еще где-то, то есть все же царапается, для этого придуманы такие ящички. Ну все, после того, как кальян собирается, он складывается вот сюда, то есть это, так скажем, мини-склад, не основной, то есть... Кладовочка такая. Кладовочка, да, кальянов. Потом, конечно, это все перемещается на большой склад, где упаковывается в другие коробки по 5 штук. Ты мне говорил, что ты хочешь сделать товарных остатков где-то 3000 кальянов. Ну, по Изи хотелось бы, да, добиться именно такого остатка и потом перейти на другую модель. Я бывал на многих производствах вместе со своим оператором, и когда мы туда приезжаем, все инструменты для ЧПУ станков валяются просто по всей площадке. Для меня было удивление, когда мы сюда зашли, слева от входа есть инструментальная кладовая. Давайте я вам покажу, как должны лежать ваши деньги. Давайте. Так, здесь Значит, вообще, тебе- конечно, вход запрещен, но тебе можно. Идем. Люблю проникать в места, куда нельзя ходить. Ну, тебе рассказать? Я сам расскажу. Вот смотрите, вот так вот лежат сверла, подписаны все диаметры. Первый раз вижу, чтобы вот такое отношение к складу, к инструментам было вообще в принципе у производства. Потому что на моей практике все валяется везде. Где можно, там, на полу, на станках и так далее. Также вот все, что это, резцы, не знаю, это метчики, да? Метчики. Все метчики тоже на своих местах подписаны, пронумерованы и так далее. Нарезать резьбу, все то же самое, прям красиво. Эдик, вот по поводу кальянов, по поводу продаж, собираетесь ли вы создавать какой-нибудь свой маркетинговый отдел? Да, конечно же, мы собираемся. Сейчас у нас работа идет, но как бы я признаю, что она идет медленно пока, да, то есть когда мы заходим во что-то новое, ну, не всегда все легко и просто получается. Вообще мы собираемся, конечно, мы вот в этом году собирались участвовать на Джон Кальяно Фесте, да, то есть у нас даже блюдце сейчас загравировано именно под Christmas Sale. Под Christmas Sale, да, но как бы не удалось попасть, как бы места не хватило.
На самом деле, конечно, собираемся. Я в прошлом году прилетел с Китая, я сразу купил себе билет на Джон Кальяно. То есть я съездил туда просто так, посмотреть, то есть там что происходит. Я был летом, я был в Челябинске на фестивале, я был в Казани на фестивале. Да, мы ездим, мы везде все это смотрим. Нам это интересно. А в плане того, чтобы развивать, да, собираемся развивать, собираемся быть на этом рынке, то есть общаться со всеми, там, быть, так скажем, на плаву, быть где-то там со всеми в тусовке, так скажем. Есть ли выставки, связанные с гидравликой? Конечно. В России? Конечно. Дорого вообще стоит присутствие там на этой выставке? Ну вот для примера, да, стенд, например, на Hugo Club Show, ты узнавал, сколько ценник за место? Ну да, узнавал, примерно цену узнавал. Там за 100 квадратов тебе выйдет примерно в 1 000 000 рублей, чтобы туда там приехать и поставить что-то. Ну, здесь я тебе скажу так, в этом году мы не выступали, в 2019. В 2018 мы выступали на выставке «Строительная техника и технологии», ну, со своей гидравликой. У нас был стенд небольшой, 8 или 12 квадратов, я не помню. То есть очень маленький стенд, он стоил 300 000 рублей. То есть то, что на Hugo Club Show такие цены, это дешево. Это дешево. Также мы по другой промышленности в Питере, также в Крокусе смотрели цены. Там ценник за 12-15 квадратов было около 500 000. Поэтому я считаю, что на Hugo Club Show на самом деле не такие большие деньги. Ну то есть не так дорого все. Как ты вообще оцениваешь бизнес, кальянный бизнес в России? Что тебе нравится, что не нравится? Мне нравится, что он развивается. Мне нравится, что он, ну, как бы, очень много производителей стал, да, то есть понятно, что это мои конкуренты, но тем самым конкуренция порождает развитие. То есть люди что-то новое придумывают, то, как может, то есть развивается, и мне, ну, это на самом деле прикольно. Мне это нравится. Развитие идет, а это самое главное. Ты мне как-то сказал, мы с тобой общались, по-моему, в Уфе, когда я приезжал, ты сказал, что обратился в одну компанию, они говорят, да, высылайте. Ты говоришь, а договор? Они говорят, какой договор? У нас типа нет договоров никаких. Вот. Как ты к этому относишься, что в кальянной сфере очень много, ну, мягко сказать, не бизнесменов, а просто каких-то там реселлеров, что ли, которые просто перепродают без каких-либо договоров? Я считаю, что это просто пока еще не полностью, ну, не полностью сформировавшийся рынок, это развивающийся рынок. То есть, да, здесь нет таких четких договорных обязанностей, да, то есть частенько бывает такое, что ты с человеком договариваешься. А надо бы? Конечно, конечно, это бизнес, это деньги, это надо обязательно, к этому все равно все придет. Эдик, вот у вас есть кальян Изи, кальян Магнетто, мини-кальян, кальян с держателем на блюдце. Кто придумывает дизайн кальяна? Дизайн придумывают, но сейчас на данный момент дизайн придумывают менеджеры. То есть и идеи с магнитом. Которые не курят кальян. Почему курят? Курят. Это бывшие кальянщики. То есть, да, это ну, то есть не просто так. То есть они все работают. Серьезно. Они были кальянщиками, они сейчас менеджеры, и, соответственно, вот они придумывают это все. Но мы вообще, то есть, ищем сейчас дизайнера. И если у тебя будут предложения там, или у тех, кто посмотрит это видео, мы... Давай сделаем розыгрыш некий, да, такой, предложение нашим подписчикам и зрителям. Если, дорогие друзья, у вас есть какой-то дизайн кальяна, и вы хотите его реализовать, но у вас нету на это возможностей, отправляйте все это Эдику. Инстаграм Эдика будет в описании к видео. И если Эдику понравится, например, ты выкупишь чертежи этого кальяна. Ну, я думаю, что чертежей там не будет, это будет, скорее всего, просто дизайн, эскиз, там, возможно, конечно, мы готовы на переговоры всегда, то есть какие-то новые идеи, да, вот мы сейчас придумали магнит, да, то есть диффузор на магните и шахту на магните нижнюю. Если у кого еще какие-то идеи есть, мы можем рассмотреть, но это, соответственно, будем, конечно, договариваться об определенных там деньгах там и так далее, и так далее, то есть мы открыты к сотрудничеству. Так, что у нас здесь? Ага, спортзал. Да ладно? Да. Это спортзал? Это спортзал. Вот такой небольшой, как бы, но спортзальчик для сотрудников. То есть каждый сотрудник в любое время может прийти. Это спортзал для сотрудников? Да. В МИАСе? В МИАСе. То есть может... Тебе помочь или ты сам? То есть каждый сотрудник может прийти после работы? После работы, не в свою смену. В любое время, по сути. Взять вот так вот? Не ночью. Итак, оп. Но тут что-то килограмм 30, и вот такая скамейка неудобная. Это просто 30 килограмм, это у нас в бухгалтерии девчонки качаются. Ну понятно. Также груша, да, у вас есть? Прикольно. Скажи, если бы к вам приехал в МИАС Конор Макгрегор, ваши сотрудники могли бы его побить?
Ну, если все вместе, то обязательно. Все вместе, да. Так, ну здесь настольный теннис. Вот, кстати, в спортзал не так много народу ходит, а вот настольный теннис, вот видно его, не видно. А, здесь. Можно с той стороны зайти, Давайте, давай зайдем да. с той стороны. Вот, то есть вот это вот популярное место на самом деле. Здесь вот бывает токаря приходят после смены, там порубятся немножко и все, и домой. Давай, на скидку в 5000 рублей Давай. за обзор. Давай. Вот. Плюс 5000 себя. Окей. Если что, друзья, я в детстве очень хорошо играл, Я никогда не играл. но не Так, получилось дальше, у меня Дальше. карьеру эту Эти вот построить. интересные места. Здесь пожарная лестница, туалеты. Не будем смотреть. Так, вот здесь. Ага. Вот, Марат, здесь тоже интересное местечко такое есть. Идем. Что это за гостиная такая? Вообще, Релакс-комната? Кальян тут курите? здесь кальяны курим постоянно. Здесь мы собираемся, ну, так скажем, не все. В основном, как бы, ну, директора, так скажем, собираются. Может, инженера могут быть. Вот, главный конструктор. То есть у нас здесь столик есть, мы можем как-нибудь вечерком посидеть. Вот, и сходить в сауну, которая у нас есть. У нас есть своя сауна. Сауна на производстве? Ну да. Здесь вот она, в принципе, такая небольшая, аккуратненькая сауна. Да ладно! Да. Я обычно в сауну, когда хожу, это стоит, не знаю, 1500 рублей в час, и куда-то выезжаю. Можешь сходить бесплатно у нас. Эдик, сколько стоило сделать свою сауну на производстве? Но это намного дешевле, чем сделать что-то по производству, я тебе скажу. Классно. В плане станков и так далее. Здесь все на самом деле. Как часто пользуетесь сауной? Сауны? Да постоянно. Раз в неделю это точно. Мы можем прийти сюда в среду, там, во вторник, ну, в любой день, то есть. Но обычно, конечно, понятно, что это пятница, суббота. Вот здесь. Ну, ставим стол, как бы, сидим немножко. Бывает, что мы вот прям хоккей смотрим здесь, то есть у нас телевизор. Ну, как-то так, холодильник. У вас же есть 80-й круг от кальяна из Ну. нержавейки? Его надо вот так вот просто воткнуть сюда, приварить сверху снизу, и чтоб шест появился у вас. Да? Проституток заказывали? А, Или ну, они тут постоянно? здесь просто тут Марата конструктор серьезный. Здесь 6 на самом деле есть, просто его не видишь сейчас. Тут все выдвигается, Выдвигается, раздвигается, понятно, всё да. там полированный, нержавеющий. Все Знаете, что я скажу вам? Что это, не знаю, классическая сауна из 90-х для того, чтобы... Ну, она так выглядит, по крайней мере. Что типа такого. Холодос у вас есть тут. Ага. Дай провангую, там пиво. Вода Вода и семечки. и молоко. Пиво выпили. И есть еще Дэнди, да. Дэнди. Кто в Дэнди играет? Ну, мы все играем иногда. Просто одно дело PlayStation, а Дэнди, ты знаешь, раз в полгода включить его, вспомнить детство и сыграть. Здесь у нас директора, так скажем. Директорат, кабинет директоров. Директорат. Здравствуйте. Добрый Здравствуйте. Добрый день, приветствую. Вот обрати внимание, Марат, да? На столе генерального директора лежит блюдце. В компании, которая лидирующая там по Уралу по Да. гидравлике, лежит кальянное блюдце. Да, у него лежит блюдце, ему покрасили белый цвет, он вот его тестирует, да? То есть Вот. вы в процессе хотите выпускать на свои кальяны белые изи? Да, я как и говорил, мы постоянно занимаемся экспериментами, что-то придумываем, поэтому вот ну, для белого кальяна сделали, то есть эксперименты всякие проводим, угли ложили, смотрели, то есть с краской все в порядке. Возможно, это когда-то выйдет в серию. Турник Турник, да. и медаль справа на второе место. Это за подтягивание? За подтягивание, да, второе место. Кто выиграл? Михаил выиграл, подтянулся 43 раза. Да ладно. Да. Ну, подтянешься раз 10. Часто вообще так пользуются популярностью? Турник. Вообще все гости, кто приходит, сразу видят турник, и каждый лезет. Вторым местом, потому что я в 6 раз подтягиваюсь. Мне медаль деревянная за первое место. Так, вот у нас кабинет бухгалтерии. Здравствуйте. Идем, заходи. Сколько вы зарабатываете в бухгалтерии? Сколько надо? Много? Ладно. Коммерческая тайна, правильно. Можно вот вопрос, чем отличается дебет от кредита?
Очень сложный вопрос. Сложно? Ну, А- проще. Дебет это приход, а кредит это расход. Вот мои подписчики теперь будут знать, что... А им это нужно? Конечно, нужно, они же у меня умные ребята. Эдик, настали такие нескромные вопросы. Сколько ты зарабатываешь? Вопрос от Дудя. От Дудя? Мгм. Ну, вообще мы делаем, ну, как бы проводим итоги в конце года. То есть я зарабатываю определенные деньги в течение года ежемесячно, и, соответственно, мы там свои учредительские забираем там в декабре либо в январе. Если не башкирский ответ. Если не башкирский, то есть сколько я забираю себе ежемесячно в рублях? Да? 250 тысяч рублей. Неплохо, нормально. Ну, Хотелось бы больше. конечно. Квартира есть? Дом. М, Дом. С баней. С баней, да. Сколько такой дом стоит? Я его покупал за 7600, Это в Уфе. да. Мгм. А на каком автомобиле передвигаешься? Я на Шкоде Суперб. Еще какие-то автомобили есть в семье? У жены Lexus. Какой? RX 350. В новом кузове, в старом? Но он не совсем новый, он 2014 года. Эдик, если говорить про кальянные предпочтения, какие кальяны табаки тебе нравятся? Но в плане кальянов, допустим, если я иду в кальянную, я всегда беру разные кальяны, чтобы сравнить, посмотреть, то есть пощупать и сравнить, покурить. Считаю, что плюс-минус все кальяны примерно одинаковые. Здесь больше как бы играет роль дизайн. Какой дизайн нравится? Какого кальяна? Своего, конечно же. Нет, но дизайна многие нравятся. Вука нравится? А? Вука. Вука нравится, но у нее продувка плохая, мне не понравилось. Согласен. Вот, то есть... Хулиган, нашумевший кальян. Хулиган палка, который? Нет, кальян от Саши Гупала, ну а хули? Ну. В виде биты бейсбольной. В виде биты недавно прям у них ахули курил. Ну, не знаю, своеобразный дизайн. Не скажу, что он прям офигенный, но он немножко отличается от других, и это нормально. Угу. Хуб. Хуб, у них довольно-таки интересные дизайны, мне нравится. У Хуба интересный дизайн. Ну и давай напоследок CVP, Razer 2. Я считаю, что тоже дизайн хороший, но это уже более дорогой сегмент. То есть Стоит он своих денег? Я не знаю, его надо оценить, пощупать, но мне кажется, что порой некоторые кальяны, да, я считаю, что не стоят своих денег. А как ты считаешь, кальянные палки за 2500-3 тысячи рублей в розницу это дорого? Да нет, это нормально. Есть же цена производителя, а после производителя идет магазин, у которого есть свои затраты, свои налоги, свои продавцы, свои склады, поэтому, понятно. да. По табакам что нравится? По табакам, я разные табаки курю, здесь нет там определенных предпочтений. Я там Дафт курю, там Северный курю, Спектрум, Сатир, допустим, как вы такие. Darkside. Darkside в последнее время не курю, я не могу понять почему, то есть, я понимаю почему, правильно, со мной ли это связано, то есть от Darkside у меня начала в последнее время болеть голова. Я не знаю, может это как-то с чем-то другим связано, мне так показалось. То есть я в последнее время даже прихожу в кальянную, да, там, когда ты спрашиваешь, какие у тебя кальяны есть, там в первую очередь кальянчик говорит Darkside. Я говорю, мне не надо Darkside, давайте что-то другое. Они такие, у нас ничего нет. Ну, Зачастую это так. есть такое, конечно, да. Да, это не профессиональных Вчера я был в заведении, и я думал, когда спрошу, какой есть табак, я думал, в первую очередь скажут Darkside, а у них его не было. Но там не было вообще, по-моему, ничего, там Абзал нам сказали, еще что-то. Это в мясе. Да. Отлично. Эдик, спасибо тебе за такое откровенное интервью. Погнали смотреть твое производство дальше. Погнали. Все, Марат, я хочу тебе показать наши склады, которые наружные, так скажем, да? Холодные склады. Холодный. Вот этот холодный склад, на нем принимается металл, сортируется как надо и ложится. То есть помечается, что определенный металл, круг он для кальяна, какой-то круг для чего-то другого. То есть, а есть склад готовой продукции. Давай пройдем туда. Давай. И посмотрим его. То есть у нас здесь была сборка и мини-склад, так скажем. После вот с этого мини-склада все перемещается на большой склад. Угу. Здесь вот синяя это столярка. То есть когда у нас большие изделия, не связанные с кальянами, так скажем, мы сами делаем коробки себе. Деревянные коробки. Деревянные, да? Да. Ну, обрешетки делают. Обрешетки, да. Здесь у нас склад вот такой. Интересно, это первая компания, которая делает себе обрешетки, блин. Да, вот наш склад. Здравствуйте. Так, пройдем вот сюда, наверное. Давай здесь снимем.
Это вот как раз те изделия. Это гидравлика, то есть это краны, которые идут на манипуляторы, идут на автокраны, Ивановец, Челябинец, Клинцей, Галичанин, ну и на другую спецтехнику. Это ваша специфика. Чем вы По занимаетесь? сути, это наша специфика. По последние там 5 лет, да? Да, с 15 года. Вот, это все из той же серии, то есть они бывают очень разные, все эти краны, Все с прям разными всё вставляете, диаметрами, там очень большие точности, то есть они выдерживают 500 бар давления гидравлического масла. То есть это очень точные изделия, так скажем. да? Блин, интересно, это все как бы так красиво выглядит. Это гальваника. Это, по сути, обычная самая гальваника. Ничего Сколько стоит один такой клапан? Вот этот шестиходовой стоит около 3000 рублей. По сути, как оптовая цена кальяна Эйфория Изи. Да. Вот. Но здесь, в принципе, вот тоже все Полиацеталь. полиацеталь лежит. Это второпласт. Нет, это не то. Это уже не на кальяны. Да, Полиацеталь, который идет на кальян, он лежит на холодном складе. Угу. Здесь вот тоже все гидравлик, вот клапана тормозные в готовом виде. То есть Давайте покажем нашим зрителям. Вот один возьмем. Смотрите, какой клапан тормозной. Здоровенный, тяжелый. Он из нержавейки? нет, это не нержавейка, это обычная сталь. То есть вот эта обычная сталь, вот здесь уже есть и нержавейка, и жаропрочка, там много всего. То есть он ставится на стрелу автокрана для того, чтобы стрела не дергалась при опускании и поднятии груза. Дальше у нас идет вот немножко у нас такая кальянная тематика, да. Здесь вот у нас лежат уплотнения, много-много, которыми мы комплектуем кальяны. Вот уплотнения лежат, а вот, собственно, и сами кальяны. То есть вот в этих коробках лежат кальяны по 5 штук, мы их упаковываем, то есть приходит заказ, оплата, и, соответственно, сразу там, допустим, надо 50 черных, вот вам по 5 штук, 10 таких коробок, это 50 Они уже, черных. соответственно, проверенные, Они собранные. проверенные, собранные, там как бы все упаковано для отгрузки. Это черные, вот белые, пожалуйста, вайты. Прикольно. Вот таким образом. То есть у нас после оплаты, вот, допустим, сегодня была оплата, там около 150 кальянов, сегодня же груз уже уехал. Вон что красный всё. полиацеталь, да, лежит? Ну, это китайский красный полиэсталь, там зеленый есть, который мы брали просто ради того- эксперимента. для экспериментов попробовать. Угу. Так, ну ладно, в принципе, Марат, мы все посмотрели. Спасибо, что приехали с Олегом. Вот, надеюсь, у нас получится отличный обзор. Поэтому Я приезжай еще, мы всегда рады. Я хочу тебе сказать лично от себя, что у вас самое лучшее производство, которое я на данный момент пока видел. Оно как на картинке. Ну, спасибо большое, спасибо. Мы стараемся. Я надеюсь, что таких производств будет больше. Ладно, Всё, спасибо большое, давай, Эдик. счастливо. Давай, спасибо Давай, большое. пока. Ребят, ну вот и подошел к концу наш замечательный выпуск. Я надеюсь, что вам понравился. В самом начале этого ролика я сказал, что мы едем на очень классное, наверное, лучшее кальянное производство в России. Выпуск подошел к концу, и уже вам решать, насколько оно классное. Лично для себя я сделал вывод. Это лучшее, что мы снимали, это лучшее, где я находился, и это лучшее, что я видел. Также у нас есть конкурс. Мы разыгрываем кальян Магнетто. Это тот самый кальян, который полностью на магнитах. Суть конкурса максимально простая. Во-первых, вы подписываетесь на наш канал. Во-вторых, вы ставите лайк под этим видео. И в-третьих, вы должны написать комментарий, а точнее, как вы видите накладку на кальян Изи. То есть, возможно, вы скажете, там, напишите, что накладка должна быть деревянная, там, в цвете марула, что-то типа такого. И Эдик, условно, в феврале заходит в комментарии, читает все эти комментарии, и что ему понравится, он, соответственно, пролайкает, скажет мне, и если вы что-то интересное напишите, и вам это, вернее, Эдику это понравится, вы забираете кальян. Все очень просто и легко. Вот так вот. Спасибо большое, что смотрели нас. Не забывайте поставить лайк и написать комментарий. Пока.